Добрый день, дорогие пекари! Сейчас весна, хочется ярких красок, хочется чего-то нового, и я решила привнести эти яркие краски в хлеб. Сегодня мы с вами будем делать цветной хлеб с секретными ингредиентами по двум разным технологиям. Здесь два хлеба, сделаны они по-разному. Как они выглядят, вы могли видеть на превью. А сейчас займемся технологией. Не забудьте подписаться на канал, зовите друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы сейчас начнем. И, кстати, вы свои творения можете присылать мне в Телеграм. Подпишитесь на Телеграм-канал, ссылка есть в описании. Приступаем. Наступила весна, конечно, хочется ярких красок. И сегодня я сделаю очень яркий и очень красивый хлеб. Делать буду из пшеничной муки, потому что она светлая, и она дает возможность раскрыться цвету добавок максимально. Взяла муку первого сорта. Делать буду небольшой хлеб. Вообще хочу показать вам два способа использования красителя. Здесь сейчас 50 граммов закваски. Наливаю, наверное, 50 граммов воды, а потом решу, как сделать лучше. Здесь у меня голубой чай анчан, он очень красивого цвета, это натуральный абсолютно краситель, это чайный напиток, из него готовится. И я заранее залила чайную ложку порошка анчан горячей водой, 120 граммов было горячей воды. Сейчас я процежу его через ситечко и добавлю столько, сколько мне захочется, 30 граммов. Посмотрим, насколько он покрасит. И если захочется, потом можно добавить еще 140 сейчас граммов воды налью. Я в процессе думаю, как мне сделать. 145 получилось, хорошо. И 250 граммов муки пшеничной первого сорта. Будет небольшой хлеб, потому что я хочу вам показать еще второй способ использования этого натурального красителя. Сейчас, пока тесто будет плотное, чтобы увидеть цвет, если мне захочется, я добавлю еще. Но я вижу, что мне уже хочется, потому что цвет бледный. Всего, исходя из влажности теста, я могу еще граммов 25 добавить. И замешиваем. Мука у меня твердохлеб, она влагоемкая. В принципе, в нее можно и больше воды лить. Сейчас я стараюсь много не лить, чтобы не переборщить, чтобы не пришлось добавлять муку, потому что добавки муки уже после замеса приводят к тому, что хлеб у вас будет крошиться готовый. Вот такой голубой цвет, пока не однородный, но это только первичное смешивание, будет еще замес. И на замесе я посмотрю, может быть, еще добавлю немного цвета. Посмотрим. Замешиваю в перчатках, потому что чай анчан очень сильно красится, потом будет синяя кожа, синие ногти. Чтобы этого избежать, лучше замешивать в перчатках. Сейчас оставляю на 30-40 минут постоять, и потом либо замес проведу, либо еще добавлю чуть-чуть жидкости. Так, 40 минут прошло. Смотрим на тесто. Ну, пожалуй, я сейчас добавлю соль. Соли 5 граммов. И еще чуть-чуть анчана. Вмешиваем соль. Если сразу у вас не входит жидкость вся в тесто, и если вы видите вот такие вот остатки, ничего страшного, чуть-чуть буквально его туда, вернее, жидкость вмесили, и дальше снова можете закрыть крышкой, оставить минут на 5, и после этого промесить. Я так и сделаю. Смотрите, какое стало тесто, оно как будто бы с прожилками. Не совсем еще вмесился пигмент. Начинаю по кругу. Вся жидкость вошла за счет того, что тесто полежало. Обычно все-таки еду таких холодных цветов мы не делаем. Мы делаем обычно в более теплых, каких-то желто-оранжевых, розовых тонах. Нам привычнее видеть пищевые продукты теплого цвета. Вообще синий цвет, чистый синий, не сиреневый, не розовый, он довольно редкий в природе. Сиреневые цветы встречаются очень часто, а вот ярко-голубые не так часто. Промешиваем до однородного состояния, так чтобы и вся соль вошла. Можно чуть-чуть его поотбивать, если есть желание. Вот такое плотненькое получилось. Почему-то мне не хочется делать его жиже.
его удобно месить растиранием. Сильно месить не буду, буду делать несколько складываний. Сейчас вот увижу, что оно собирается, и закончу. То есть буквально 4-5 минут замеса и достаточно. К рукам без перчаток клеится меньше, чем к рукам в перчатках. Несколько капель растительного масла в миску, чтобы тесто не прилипало. Укладываю в миску все, что осталось на столе. Собираем, добавляем сюда. Накрою крышкой, буду делать несколько складываний с интервалом минут 20-30, наверное, минут 30. И сделаю 3-4 складывания таких. Я не удержалась и при первом растягивании складывания добавила еще чай анчан. Уже жидкое у меня тесто. Больше точно нельзя добавлять, но вы видите, тесто стало более темным. Такие растягивания, складывания сейчас вот я делаю второй раз. Повторю еще 2 раза с интервалом 30 минут. Параллельно я поставила второе тесто. Оно у меня белое. Сейчас я вам покажу. Ему я сделала уже 2 обминки. И сейчас буду иначе с ним поступать. Смачиваю стол водой. Беру тесто и растягиваю. Далее остатки того же самого чая анчан. Можно воспользоваться пипеткой, можно кисточкой. Хочу сделать а-ля мрамор. Участками наливаю цветную жидкость. Посмотрим, что из этого получится. Хочется, чтобы были более темные, более светлые участки. Но я думаю, достаточно. Складываю, вытекает и так подхватываю. Укладываю обратно в миску и оставляю на 20 минут. Третье растягивание, складывание. Видите, тесто очень нежное. Можно сделать ему подворачивание, можно его растянуть на столе. В принципе, оно эластичное, хорошее. Растянули на столе, сложили навстречу, повернули, растянули в эту сторону, навстречу и оставляем еще минут на 20. Сделаю последнее растягивание. Возвращаюсь к тому тесту, которое у меня экспериментальное. И здесь буду делать точно так же. Растягиваю, складываю в центр. Еще раз растягиваю, складываю в центр. С другой стороны растягиваю, складываю в центр. Видите, влажность внутри разделяет слои теста. Растягиваю, складываю. И больше я этому тесту обминок делать не буду. Здесь уже и так было на одну больше обминок. Просто накрываю крышкой и оставляю его бродить. Сейчас оно бродило 2 часа. Оставляю его еще часа на 3-4. Последняя обминка теста. Оно стало нежным. Можно его подкатать вот так вот с одной стороны, с другой стороны. Чуть-чуть подтянуть и снова подкатать. Все, сейчас я его оставлю на столе. Я думаю, что еще часа на 3 примерно, потому что уже 1,5 часа оно у меня пробродило. Я думаю, что еще часа на 3 примерно буду наблюдать. И температура комнатная у меня сейчас плюс 21 градус. Прошло 3 часа брожения. Тесто хорошо увеличилось. И это тоже. И сейчас я его заформую и оставлю на расстойку. Не буду убирать в холодильник. Хочу испечь его сегодня. Да, хорошо тесто бродит. Сейчас выйдет, и я вам покажу. Хоп. Смотрите, какое красивое. Чуть-чуть муки на руки, чтобы не прилипало. Особо дегазировать не буду. Очень нежное тесто. Перед выпечкой, наверное, я его поставлю ненадолго в холодильник, а сейчас оставлю на расстойку. Просто при комнатной температуре те же самые плюс 21. Мне было, смотрите, какое оно нежное. Укладываю шовчиком вверх
И второй. Красивое очень тесто, мне очень нравится. Формую точно так же. Лишнюю муку убираем. Оп. Руки чуть в муке, чтобы не прилипали. Ну все, мои цветные красавцы готовы. Буду их расстаивать. Сейчас накрою. Как обычно, накрываю бахилами. Оставлю также при комнатной температуре. Я думаю, что часа 1,5-2 будет достаточно. И они за это время достаточно поднимутся. 2 часа расстойки прошло. Хлеб у меня увеличился. Вот этот вот темный синий хлеб, он очень нежное тесто, поэтому надрезать я буду не сразу, а через 3 минуты после начала выпечки. Печь буду под колпаком. Беру донышко от своей гусятницы. Можно выложить сразу на донышко. Я предпочитаю выкладывать на бумагу, потому что так удобнее, можно подвинуть, поправить. Стряхну муку. Видите, он немножечко поплыл, потому что очень нежный. Накрываю колпаком, ставлю в духовку на 250 градусов на 3 минуты. Через 3 минуты достаю. И нужно быстро сделать разрез. Видите, он надулся, поднялся. Намечаем себе траекторию движения. Ой, криво разрезала. Поторопилась. Ну ладно. Будем считать, что так и было задумано. Возвращаю под колпак. Пеку еще 12 минут. Снимаем колпак с моего криво разрезанного хлеба. Ну, его это не сильно испортило. Отправляю допекаться. Закончилось время выпечки. Достаю хлеб. Корочка у меня мучная, не очень видно цвет, но он коричневый, конечно же. Можно лишнюю муку стряхнуть. Внутри видим красивый синий цвет. Сейчас переложу его на решетку, дам остыть. А посудину снова разогреваю для выпечки второго хлеба. Допекала еще 15 минут на температуре 210. Духовку снова разогрела. Это второе тесто. Сейчас посмотрю, если оно такое же текучее, как первое, сделаю точно так же. Если поплотнее, то обычным путем пойду. Ну нет, оно не растекается. Можно прямо сейчас делать разрез. Постояла в холодильнике, чуть-чуть охладилась, но все равно немного тянется тесто за лезвие. Подрезаем чуть-чуть под корочку. И пока убираю в сторону. Так, перекладываем, накрываем и ставим печься. Прошло 15 минут. Снимаю колпак. Красиво он поднялся. Уже понизила температуру до 210. Было 250. И сейчас буду допекать еще минут 15-17. Прошло 15 минут выпечки после понижения температуры. Вот такой получился красавчик. Классный, с хорошим раскрытием. Оставляю его тоже остывать. Попозже разрежем, наверное, уже завтра утром. Хлеба мои остыли. Давайте разрежем. Давайте посмотрим. Так, с какого начнем? Давайте начнем с темненького. Видите, хорошо пропеченный, низ румяный. Какой красивый. Хлеб сапфир. Я, как всегда, не очень ровно режу, но он прям сапфир. Ой, очень красиво, мне очень нравится. Ну, пахнет он, конечно же, хлебом вкусным и свежим. Давайте разрежем второй. Здесь более скромный внешний вид, но если посмотреть ближе, вы видите полосочки, такие немножко мраморные, вкрапления синего цвета. По-моему, тоже красиво.
Можно еще добавить какие-нибудь внутрь орешки или что-то еще. И будет такой хлеб и красивый, и с наполнителями. Мне нравятся оба, если честно. По-моему, они очень красивые. Класс. Сейчас попробуем. Итак, давайте попробуем. Я на самом деле кусочек, который у меня был неровно отрезан, уже попробовала. Сейчас еще раз. Вот такой кусочек попробуем, маленький. Здесь и корочка, и немножко мякиша. На вкус это вкусный пшеничный хлеб. Никаких посторонних вкусов здесь не присутствует. Вы видите, что добавка чая анчан никак не сказалась на мякише. Мякиш красивый и пористый. Вкус также вкусный пшеничный хлеб. И таким образом, используя натуральные красящие вещества, соки, либо сублимированные фрукты, овощи, цветы, ягоды, вы можете разнообразить свою выпечку. Таким образом, вы можете вовлечь, например, детей в выпечку, им будет интереснее работать с цветным тестом. Вы можете делать двухцветное, многоцветное, совершенно любое тесто на ваш вкус. Ну и, конечно, прелесть в том, что это натуральные добавки, никаких искусственных красителей мы не используем. Творите на свой вкус, делайте хлеб таким, какой он вам нравится, ярким, красивым, либо традиционным, делайте на свой вкус. И подписывайтесь на канал. Присоединяйтесь, приглашайте друзей и знакомых. Будем творить с вами дальше, будем печь и испечем еще много всего интересного.